Меня зовут Танцюров Владислав Владимирович, врач-травматолог-ортопед. В данный момент работаю в Центральной городской больнице номер 17. Но это у меня вообще психологом. Так, вот пациент с ранением предплечья. Сейчас посмотрим. Жалобы какие есть. Вот освежим. И новую повязочку. Я родился уже в разговорах, в событиях, связанных с медициной. То есть отец начинал свою карьеру идеи Донецком директором института. Вот, но, к сожалению, 5 лет назад его не стало. Вот, а я несу эту династию, то есть начинал работать именно в этой больнице, прошел интернатуру. 5 лет отработал, потом областная травматология, год отделения нейрохирургии и 12 лет ортопедо-травматологическое отделение. Вот такие будни. Вы знаете, кардинально поменялась жизнь 24 февраля. Я буквально в самых первых рядах поехал работать в город Докучаевск. Можно так считать, это передовой. И там постиг всю прелесть минно-взрывной травмы, потому что такое и в книжках не почитаешь, ни в интернете не увидишь, а это все вживую, то есть приходилось принимать большое количество пациентов, кому удаляли осколки, кому остановка кровотечения, вроде разобрались, следующую партию привезли. То есть мы первый раз, когда приехали, первый раз такая была тяжелая смена, что сели покушать аж 1:30 ночи, как я помню. Если есть травмы, несовместимые с жизнью, то, конечно же, нужно сделать все, чтобы человека выкарабкать с того света. Но случаи бывают, к сожалению, разные. Бороться до последнего, наш девиз. Ну, сейчас больше гражданских пошло пациентов, хотя вот здесь ребята есть, которые переведены. С госпиталя кто-то переведенный есть у нас на сегодняшний день. Вот, ну, контужены, но это тут бытовые травмы, насколько я знаю, пациенты лежат. Вот дальше там еще есть пациенты, которые именно после минно-взрывных травм. Есть один пациент, я его принимал, вот тоже тяжелая травма. На месте его прооперировали хирурги из России. Где этот товарищ гуляет, да? Ну, значит, кто гуляет, тот на этапе выздоровления. Самое сложное в работе врача, во-первых, идти на работу с хорошим настроением, чтобы получать от самой работы настроение, потому что тогда не будет никакого результата, эффекта не будет. Вот. Опять же, все зависит, еще раз повторяю, от коллектива. У нас, слава богу, коллектив сработанный, понимаем друг друга с полуслова. Вы же у нас с Луганщины, да, приехали? Да. Как на сегодняшний день лечение проходит? В штатном режиме, я так понимаю. Оперировали первично у вас москвичи, по-моему, вы, да, говорили? Микрохирурги из России, не знаю. Ну, сейчас много россиян. Тут до Кучаевск много приезжало к нам на подмогу ребята из Самары, отличные хлопцы. Необязательность речей, непозволительная шалость, а в мире нету мелочей, а в мире нету мелочей, все в счет идет. Любая малость. Ну, это больше идет как хобби, потому что основное все-таки медицина. Сейчас у каждого второго, кого не возьми человека, у того депрессия на фоне происходящего. Вот. А музыка всегда спасала, всегда выручала. И вот буквально вышел музыкальный проект наш к Дню медработника, который называется «Едет жизнь». Самая первая мечта – это чтобы быстрее наступил мир. Хотелось, чтобы город ожил. Люди бегали, смеялись, детки бегали, не боялись обстрелов. Чтоб любовь была, мир и процветание.